Всем привет! А сегодня я буду строить боевую подругу. Эту машину мне заказал мой подписчик, и я буду делать ее по фотографии. И надеюсь, в этом видео вы оцените, насколько точно у меня получилось воссоздать прототип. Давайте собирать. Ко мне поступил заказ на эту модель. Интересно, что он поступил ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Мне написал молодой человек, который сейчас находится в зоне боевых действий. И, собственно, эта машина является его боевой машиной. Ну, не его личной, а его с товарищами, я бы вот так сказала. И он просто прислал мне фото и сказал: Даш, можешь ли сделать мне вот такую машину? И я согласилась, почему бы и нет, но единственная была проблема найти прототип, потому что этот набор, как обычно это бывает, раскупили в первые дни продаж, и тогда я почему-то не успела купить эту машину, но я подумала, зачем мне еще один военный грузовик, который я соберу не в ближайшее время. И пришлось мне искать эту машину на разных других интернет-магазинах, не только на Лавке. Потому что почему я обращаюсь часто к Лавке? Потому что Лавка – это первый магазин, в который поступают модели от АВД, а потом уже эти модели распределяются по другим интернет-магазинам, ну и другим площадкам. И если нет на Лавке, значит, может быть, попробовать найти остатки в других магазинах, но, как правило, интересные прототипы разбегаются буквально за некоторые часы даже, я бы так сказала. И я вышла на Перекупа, который продает такие модели на своей страничке на сайте Авито. Такой сайт объявлений, я бы так этот сайт назвала. И раньше я никогда не покупала такие модели именно на Авито, потому что не всегда ты знаешь, честно это продавец или нет. Пришлет он тебе коробку с деталями или без, очень большой вопрос. Да, или пришлет ли вообще коробку, а деньги уже он к себе получил. Но все сложилось удачно, и модель оказалась у меня. Интересно, что тот молодой человек, который ее приобрел, он даже проверил комплектность набора, о чем свидетельствовали какие-то пометки на инструкции. Довольно интересно. А купить новые модели от АВД, Звезды и других брендов можно в магазине «Модельная лавка». Быстрая доставка множеством курьерских служб делают этот магазин отличным выбором, особенно в предновогодней суете. А применяя этот промокод на свой первый заказ, вы не только сэкономите 500 рублей, а по сути это 4 баночки красок от Мачете, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И в последнее время я часто берусь за модели военной техники, потому что, во-первых, это интересно и мне, и зрителям, и также мне кажется, что мои модели все-таки являются талисманами, потому что как минимум 2 случая имеют очень положительный эффект для экипажа, который заказывает эту модель. Например, вот интересный случай был с буханкой. Даже я вставляла кадры в одно из предыдущих видео, как просто влетел снаряд, повредил машину, но не взорвался, и все живы, целы. И находились в какой-то эйфории в этот момент. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Бусти. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Бусти. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. Сборка Урала не составила особого труда. Эту машину я уже знаю по нескольким другим моделям. Например, год назад я делала Урал 4320 в 35-м масштабе от фирмы «Звезда». И такой же грузовик у меня получился и в 72-м масштабе, тоже в этом году, и тоже от фирмы «Звезда». И поэтому я быстренько собрала немногочисленные детали и отправила модель в окраску. А грунтую модель я грунтом от фирмы «Звезда» из аэрозольного баллончика. И обратите внимание, что кабину я разместила на великолепном держателе в виде втулки от бумажных полотенец. Раму я окрасила в классический черный цвет, и это обычная практика для грузовиков советской и российской школы. И, например, даже у восточноевропейских грузовиков, таких как Ифа или Татра, рамы окрашиваются в разные цвета. А более подробно об окраске этих грузовиков вы можете узнать в соответствующем видео у меня на канале. А вот с окраской кабины и кузова оказалось все не так просто. И судя по фото прототипа, цвет грузовика отличается от обычного защитного цвета или оттенка NC1200, которым красятся современные образцы российской военной техники. И поэтому мне пришлось намешать специфический оттенок из защитного изумрудного, белого и черного цветов от фирмы Мачете.
Новый базовый армейский пятитонный бортовой грузовик Урал-4320 стал во главе первого перестроечного поколения дизельных автомобилей высокой проходимости, которое было максимально унифицировано с грузовиком Урал-375D и унаследовало от них общую конструкцию шасси и все военные функции и профессии. Внешне новый Урал отличался измененной решеткой радиатора с широкими вертикальными прорезями и формой крыльев, а вместо бензинового силового агрегата на нем монтировался экономичный четырехтактный дизельный двигатель КАМАЗ-740, который устанавливался на всем первом поколении народно-хозяйственных и военных машин Камского автозавода. А брезент я окрашу брезентовым цветом, которым будет работать оттенок хаки от Мачете. И потом в базовый цвет я добавлю немножко белого, чтобы высветлить тент. И время ручных работ, и мне надо окрасить двигатель и раздаточную коробку в металлические цвета и также поработать над подножками и крыльями. А в 70-е и 80-е годы прошлого века до 60% общих объемов выпуска автомобилей серии 4320 поступало в вооруженные силы СССР. Последний крупный зарубежный заказ был выполнен в 1991 году на поставку партии грузовиков 4320-01 в международные силы ООН. А меня в этой модели смутили брызговики на грузовой платформе. Такое ощущение, что костромские товарищи взяли кабину новую для этой модели, а кузов оставили от Урала прошлого поколения. В общем, довольно странно. Конец успешной карьере автомобиля Урал-4320 первого поколения наступил весной 1993 года, когда пожар уничтожил моторное отделение Камского автозавода, что привело к прекращению поставок дизельных двигателей КАМАЗ-740. Замена им нашлась на Ярославском моторном заводе, который стал поставлять на Урал свои 180-сильные дизельные двигатели. И в результате в том же 1993 году появился новый грузовик Урал-4320-10, возглавивший уже второе поколение машин серии 4320 и ставший основой нового армейского семейства «Мотовоз», которое поступило уже в вооруженные силы Российской Федерации. Маркером от Jim Scale я прокрашу отражающую поверхность фар. Это получилось очень реалистично. А красками по стеклу я прорисую стоп-сигналы и повторители поворотников. А сейчас я вам хочу рассказать и показать краткую историю модельного ряда вездеходных автомобилей «Урал». Полноприводным первенцем завода стал Урал-375. Это был прорыв для своего времени, но с очень прожорливым двигателем. У меня есть две модели этого автомобиля в 72 масштабе. Это обычный бортовой грузовик и установка BM-21 Град. И обе модели были от фирмы ICM, и работа над ними была еще тем приключением. А вообще сами по себе модели немножко отдаленно напоминают прототип. Но я их построила чисто для получения дополнительного опыта в окраске, ну и в принципе образ узнаваем. Вообще тема 375-го семейства Уралов еще не полностью раскрыта. Тут есть над чем поработать. Например, еще в конце прошлого года у АВД вышло несколько разновидностей Уралов в 43-м масштабе. А один из них я превратила в фантастический шагоход, и за базу я взяла двухосную версию Урала 4320. Это уже следующее семейство вездеходов из МИАСа. А семейство 4320 можно условно поделить на два поколения. Первое, его можно отличить по короткой мордочке и с двигателем КАМАЗ-740. Но из-за пожара в двигательном цеху завода КАМАЗ пришлось ставить двигатели другой марки, ЯМЗ, из-за чего пришлось удлинить немножко мордочку и вынести воздушный фильтр на крыло. Собственно, это выглядит так, как вот на этой модели сидельного полноприводного тягача на базе Урала. Так что обратите внимание на удлиненную мордочку и характерный воздушный фильтр. Кстати, жалко, что у этой модели нет достойного полуприцепа. А Урал, который прямо сейчас я строю, как раз относится к позднему подвиду Уралов. Надеюсь, после моего рассказа вы стали лучше ориентироваться в автомобилях семейства Урал и можете легко отличить грузовики раннего и позднего поколения. Исходный прототип выглядит довольно повидавшим жизнь, и у него много сколов по кузову, и надо бы это воспроизвести, и тут мне поможет губка для мытья посуды. Я макаю ее в черно-коричневую краску, слегка вытираю об салфетку, и оставшейся краской я рисую сколы точковыми движениями. И нанесу на Урал смывку, чтобы придать модели рельефа и заодно немного погрязнить. Особенно смывкой я буду грязнить тент. Хочу, чтобы на нем оставались характерные следы от грязного весеннего дождя.
Но после того, как мы разобрались в семействах уральских грузовиков, я вам хочу поведать о перспективах внедорожного автомобилестроения из МИАСа. Семейством 4320 Уралы не прекратили своего развития, а даже наоборот. Несколько лет назад появилось семейство Next с новой и более удобной кабиной. Но Министерство обороны Российской Федерации настаивает на продолжении закупок старых версий Уралов. Видимо, военных смущает большое количество импортных компонентов в поколении Next. Но уральские автостроители предлагают новое семейство вездеходов – Торнадо. И Торнадо обладают большей грузоподъемностью, нежели Уралы. Семейство 4320. Их иногда даже называют заменой КРАЗов. А, кстати, такие грузовики можно было увидеть на выставке форума Армии 2022, где я и сделала несколько кадров. На нашу декали, и на этой модели уже стоят не полевые Z, а уже стандартизированные в ромбике. И на момент моей работы над моделью ни одна фирма не выпускала такие отличительные знаки, а от руки их так не нарисуешь, если только не через трафарет. Так что мне пришлось заказать их у специальной фирмы. Также я заказала там и номерные знаки. Масляными точками я довершу образ боевой машины, чуть добавлю подтеков и будет нормально. Согласно фотографии прототипа, на крыше кабины была размещена маскировочная сеть. Теоретически ее можно сделать самостоятельно из бинта и резаной бумаги, но я решила попробовать купить готовую маскировочную сеть от фирмы Zip. И, кстати, я купила последние 2 сетки, что были на модельной лавке. Я чуточку вырезала сеть и приклеиваю ее на клей ПВА на крышу кабины. И, кстати, клей ПВА неплохо придал ей форму. А базовый цвет сети мне не понравился. Я решила полусухой кисти придать разнообразные оттенки на ней с помощью разных оттенков зеленого. И методом сухая кисть масляными красками я выделю рельеф. И, конечно же, фронтовую подругу надо запылить. Все военные грузовики, как правило, грязные, ведь они не всегда ходят по асфальтированным дорогам. Чаще всего они ездят по проселку или же просто по полям. И вот такая модель у меня получилась. И благодаря дополнительным элементам, которые продаются в разных тоже интернет-магазинах, такие как маскировочная сеть,
в определенном масштабе, а также декали в виде зедок, которые производитель не кладет к себе в наборы. Я приобрела и дополнила эту модель и сделала очень похожую на прототип. Конечно, есть какие-то небольшие здесь упущения ввиду того, что довольно сложно сделать настоящую маску-сеть, чтобы она была очень похожа на натуральную. Но вот такой покупной вариант, в принципе, выглядит довольно неплохо, но все-таки, да, доля упущения в этом есть. Но в целом модель очень похожа на оригинал, а если еще ее сфоткать в поле, вы, мне кажется, даже не отличите машину боевую и мою модель. И вот такая машина у меня получилась, и надеюсь, что эта модель послужит некоторым оберегом для экипажа этой машины, и ее боевой путь окажется очень даже удачным. До новых встреч. Пока-пока.